Странно. Ну да ладно. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Bastet стрим. Я отключаю звук на телефоне, чтобы он не мешал. И мы тормознулись где-то тут, потому что мы зависли. Мы пошли искать того, из кого все, так скажем, дерьмо вышибать. А где? А он умер. Мы же его убили, я и забыла. Так, значит, нам куда-то сюда. Куда могу? Кто-то комнату сломал. Убежище, конечно, хорошо, но кто-то комнату сломал. Кстати, ну подожди, может я могу улучшить этот, какого? Мачете? Нет. Я могу его? Могу. Либо то, либо то. Мне нужно найти где-то старый мачете. А я могу его сделать? Это что такое? Что-то можно во что-то переработать. Это ништяк, в принципе. Рецепт неизвестен. Ну-ка, давай посмотрим, что это. От простуды, от бронхита, от пневмонии. А это что такое? Ага. Это что такое? Понятно. Всяких ништяков, короче, мы наделали. Тут только койка. Ну, у меня 800 опыта, это ни сюда, ни туда. Кто там чертыхается? Я сейчас подойду, ухо отломаю. Ты чертыхаешься? У меня вообще сюда? В принципе, сюда. Все, поломала мужиков. Так, в какую сторону? Мне вон туда, походу. Видишь кого-нибудь? Я не вижу. Тут никого и нету. Видимость аховая, конечно. Мне прикажется, я могу вот так делать. Круто. Это прям круто. Ой, что я промахнулась. Прости, мужик, я промахнулась. Вот единственный, кто прыткий, это вот этот мужик с дробашом. Он и в ответ ударить могет. Слушай, притомил. Ты хоть сильно толстый для этого всего. Притомил. Я могу быстро сломать. Все, сломался. Так, что-то из него выпало. Да слушай, я поняла, что заперто. Ты что такой нудный? Ты где? Да вопрос, ты что такой нудный? Ты где? Где у тебя заперто? А я могу куда-нибудь наверх, нет? Ну, мне вон туда, по всему. Открыто. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. Господи. First, let's find this Petrescu fellow. Ладно, пошли пороемся в мусорке. Нычка.
Где-то еще ребенок ноет. Городок вообще зашибись. Стоять! Я могу так сделать. Побазарь, хочешь? Чего, кстати, по гипнозу? Я, наверное, могу. Ну да, как бы. Прикинь. I'm Dr. Reed, and I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Park. Да, я не такой, я просто стреляю в мальчика. No one can help me. Not even you. Хочешь, могу загипнотизировать? I have found a very interesting letter. Your son planned to prove his worth to the gang by stealing your medicine. Oh, I see. So the little bugger thought he could use his dad to build a reputation. Не, я тебя могу загипнотизировать, ты мне не нравишься. Perhaps you should take better care of your son. I love my Albert, sir. Believe me. Да. It's just... Чуть-чуть. Well, I'm an arsehole, I suppose. Anyway, thanks for the letter. This is for your trouble. Ну-ка, расскажи-ка мне, голубчик, все, что можешь сказать. Почему ты выстрелил мальчика для начала, да? Спятил, бывает. Кстати, что у тебя по качеству крови? Мигрень, сердцебиение. Слушай, да я тебя и так высосу, мне пофигу. Еще лечить тебя тут буду. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? And why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. Что за нафиг тут происходит? Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. Вылечу, у него максимум будет 600. А мне это ни туда, ни сюда. 100 раз копеечка, стой на месте. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. Ой. What can you tell me about this? Блин. Nothing to say, really. Зря это сделал. This is where I used to live, and this is where I live now. You don't have anywhere to go? No family that would welcome you? Not since the death of my wife, Albert's mother. Oh. She was sick, you see. Long before the flu and all this shit. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. Now I'm just Ben. Бен бродяга. Ну, прости. Я тебе говорила, что я тебя высосу, я тебе говорила. Не хрен в пацанов публично стрелять. Какую бы они хрень не сделали. Ты не имеешь права распоряжаться чужой судьбой. Так что ты не имел права его пристрелить. Логично? Логично. Видишь, что стреляет малолеток тут, а? Ой, что там светится? Прости, мужик, я тебя прикончу. До свидос. I'm not afraid anymore. I died in this trench a long time ago. Кадын. Там стояла женщина, надо ее расспросить, кто она такая и с чем ее едят. Да начихать. У них и так все хреново. Стой, где женщина? Я ж когда его вела, она здесь была. А, вон она. Здрасте, миледи. Как дела? Good evening, miss. Good evening, sir. Are you
interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Ну-ка, расскажи-ка мне все, что знаешь. I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. Торговать я с ней не хочу, меня не интересует вообще чем. Слушай, там оружейник, у него, наверное, есть первого уровня сабля. Мачете, мачете. The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. Снимает цветочница, прикольно. Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. А кто мне подскажет, как мне вкачать уровень гипноза? А, у нее третий даже. Ну, я спросила все, что могла, в принципе. Тут тоже. Слушай, а может у тебя есть... Это, какого? Объем. Слушай, ты веселая торгашка. Я тебя запомню. Так, мы шли вот сюда. О, вижу Y. Вижу цель, иду к цели. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Стоять. Goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. Так вот почему Дороти там была столпом. Who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Что-то ты какой-то больной. Надо тебя вылечить будет. Ага, ага. Как? Зараза, закрыто. Бесполезно. Nobody at home. Блин, а как? Я не понял. Ничего такого нет. Наверх никак. I cannot enter. В какую сторону-то мне идти? Вы хоть скажете? Стоп. Я на месте, но... На каком месте? Я никуда не могу наверх пришвартоваться. Тут закрыто. No one's there. Я могу взломать ее, а? Нет? Жаль. Стоп.
спалилась. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? А ты думаешь, мне Clothes were нужна? too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nithercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. А, так мы за тобой охотились. It's locked, all right. I must Зараз talk to that тоже journalist or the poet. They must know about Darius. Ща найдем. Где ты, журналюга? Я забыла, на какую кнопку я это делала. Кто это журналист? Welcome, sir. Please take a browse of my wares. I А, am Dr. торгаш. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane? So the bitch really is a nurse then? Как понятно, ее Always зацеливают. thought she was just some crafty foreigner, that one. Она So пытается she's как бы trying помочь. to help her fellow immigrants. Why would that make her a villain? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. How is business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. Джо But Питерсон. with me, he's trying to put me out of business once and for all. Но я могу его это пришить. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? What you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Violence is Естественно, increasing. насилие становится больше. Yeah. Что такой A вопрос? few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? Да, In the кстати. closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was Понял. mugged though. There was good Значит, там money in можно that хорошо little box of полутать. loot I lost. Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Понятно. Ну ты здоровый как бык. Так, личные вопросы. Нифига. А чем ты торгуешь, кстати? Я щас... Одними лекарствами, наверное, да? Как она? Нет. Пружины. Всякие. Понятно. А ты кто? Ты тот, кого я ищу? Excuse me, sir. Да, I have a походу. few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off. I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. А Really? еще я вампир, я могу тебя But скрыть. still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe Тебя to я most. ищу. And I don't remember asking for your service, sir. Have you heard of a Ладно, nurse расскажи named все, что Dorothy знаешь. Crane? She's a colleague of mine and is supposed to live around here. Dorothy Crane. Yeah, I know her.
One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. По личным, нифига. Жишь вон. How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I've found. And it pays well, too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. Ну, то, что он преступник, он и так понимает. Вы могли не вступать, он, в принципе, тоже понимает. Но как бы платит хорошо, что бы и не вступить. Выжить сильнейший только в этом плане. Сейчас, когда досниму серию, что там, 22 минуты, ничего страшного. И пойду, наверное, мусор выкину и откопаю вход. Да. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. Oh. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed. В принципе, я могу добраться до той части города. Жаль, я не могу телепортировать. Было бы в разы проще. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. Оно и правильно. Если я решил Фарю прописать, что скрыничать. Лишних вопросов не появилось, так что попрощаемся. Ну-ка стоять, стервенец, а ну иди сюда. Что-то он мне тут немножко кое-что про тебя сказал. Личный вопрос. Joe Peterson. He's the villain here, isn't he? But you seem to know each other. I've known Joe for years. I saw him box once or twice. He was a friend then. А чё ж... But these days, he's just another thug. Это Джон Эрн, да? And no one has ever stood up to this thug. Nobody would be fool enough to stand against the wet boot boy. What can you tell me about Mr. Peterson? Что-то у вас не поладилось. Besides his behavior toward you, obviously. Colossus Joe was a decent boxer, good one even. But after his wife passed away, he found every excuse to stop training. Just wanted to pick fights with everyone. Потерю близких не просто пережить, это факт. Взять, например, ту же меня. But crime is certainly not the best option. We've all had some rough times, ain't we? But most of us don't use our fists to see us through. Вроде тут все, больше ничего не появилось нового. Тут тоже ничего. Goodbye for now, Mr. Торгует он не... Кто туда ушел? Уйди. You again? What do you want this time? А ты добрый. Ничего не появилось. Может, про жену хоть что-то? Вообще ничего, ладно. Goodbye, Mr. Peterson. Ладно, занимайся дальше своей работой. А, я так понимаю, мне вон туда идти, да? Слушай, красивое здание. Ты кто? Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help. Вы меня прям все знаете. Я прям просто... Ай, блин. Это было больно. Сейчас я сначала... Ага, расспрошу, блин, репортера расспрошу я. Спасите расследование. Сейчас я его полностью расспрошу, а потом начихаю. Ути, господи. Эй.
Это есть рациональное That объяснение. science is unable to explain the facts doesn't mean there is no rational explanation. I confess, I share your point Я of что-то view, ему Doctor. сказала, а что не поняла. Ну то ладно. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. Это верно. I served in France. Our top priority must be to put an Да, end to сначала this прекратить войну, а потом уже This разбираться war с... must stop Хотя now. что то, что Sir, паршиво. streets are a battlefield too. An invisible and untold war is going on, and it must be stopped. What is a journalist doing in this borough after Кстати, sunset? да. He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Понял. So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. А я все знаю. What do you know about it? Not much, I'm afraid. Надо, They наверное, are чуть wary погромче. of strangers, and А I'm то not что они really какие-то an тихие acquaintance сегодня. of theirs. Why do you care? Да начхать, I'm если afraid что, я one ее of the выпью. nurses from the Pembroke Hospital may be involved with Да. unsavory activities. Ah, could it be Dorothy Crane? Да? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem Знаешь, to have его any можно friends or выпить. family. He has no relatives at all? No, except for that strange man, a poet named Richard Не, Nivocott. не who терпит. sometimes comes Господи, by. ну и фамилия. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. А Niven? где он He шляется? spends most of his time lurking around Whitechapel, Говорит, сам собой talking читает to стихи. himself or declaring verses. These days, you can Кукуха. usually find him behind the church. He never goes out. No, a few days ago he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Странный он какой-то. Тут ничего не добавилось, тут тоже, собственно говоря. Goodbye, Знаешь, Mr. все. Darby. Farewell. Все, что надо, мы у него выяснили. Так, где? Это ты, Никеркот? Я бы не удивилась. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Ты странный. Father Tobias Whittaker is always happy to Ты teach так mortals about спокойно the incoming говоришь о грядущем I'm Dr. апокалипсисе, Jonathan что Reed, прям вообще жесть. and I just have a few questions. A scientist. Вы ученый, сын мой. Вы куда ближе к погибели, чем я полагал. Ты странный. Сколько? Офигеть. Do you know Давай, Nurse все, Dorothy что знаешь, Crane выкладывай. from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. Кстати, а куда они все мне добавляются? Там, где она стоп? Или еще куда-то? So, you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. Why do you hate Nurse Crane? Ты намекаешь на то, что они это, Before coming to шпилевили? London, she was a member of the communist resistance in our country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. Давай про жизнь в Лондоне. What do you mean? Что ты вот этим вот имел в виду? Мне даже интересно. All scientists are entangled in a world of causes and consequences. And most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. I am. But the answers I seek are based on facts, not superstition.
По личным вопросам есть что-нибудь? Have you any friends? Any family left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I send him to preach the good word in the heart of this corrupted city. Какую весть? Where did you send him? I send Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. Вы отправили его проповедовать на кладбище, где силы набирают зло. Тут, где зло набирает силы. Да вы его прямо на смерть отправили, мягко говоря. Ладно, мне от тебя больше ничего не надо, в принципе. Ну ты странный. Че, не открывает? Ой, подожди, что-то не летает, нет? Дверь открыта. Он сказал сзади церкви. Вот я и иду. Ну нафиг. Че, чокнулся, что ли, а? А, это те же вывески. Найти Ричарда. Подожди, вот здесь что-то все закрашено? Нет, не мое, жаль. На кладбище отправил, ну ты вообще умный, да? Чувак, тебе нормально? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Тебе не страшно тут, а? Although I may not be the best informant regarding this part of town. Да мне это не особо надо. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. А, точно. Я же забыл, что мы этого чучика искали. По личным, скорее всего. Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Зараза, как мне уровень гипноза поднять? Struggle by gaslight, the barren smiles and the added hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox, the stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much, and that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery. Ну, учи язык жестов там. Что-то такое. По идее, мне надо будет с ней поговорить, но как я с ней поговорю? Это, скорее всего, будет минут 5 разговоров а-ля из серии вот такого вот. Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? Как думаешь, хорошо цветочнице работать в районе, где вот такая вот жопа происходит? What are your thoughts on the terrible situation in the city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence.
Своеобразный у вас взгляд. Ничего не могу сказать. You have a unique perspective on the situation, I must admit. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Да, что ты делаешь здесь среди ночи? Кого-то он мне напоминает, а кого не могу понять. Though night talks are always preferable, if you ask me, especially with strangers. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary. Стоп, на какую кладбище тогда этот отправился? Что-то я не помню. А, я ж не нажала. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. Да, так же, как и перед ковидом. Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. If some misfortune, Господи, как же много у них расспрашивают, да, кошка? Well, you for a start, my dear doctor. Понял, отстал. I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, doctor, and my family despises me. Так, ну а теперь переходим к самому главному. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you if I can. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But sorry, no, never heard of her. Что-то мне кажется, ты врешь. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Все узнала о нем. Понятно. I'll leave you alone, sir. Вот кто точно фигней страдает, а? Блин, как же он... О, так можно приближать. Подожди. Да, они отображаются там, где я хотела. Они все больные, короче. Переутомление. Он где-то там шляется. Бронхит. Простуда. Как повышать уровень гипноза? Я что-то недопонимаю. Блин. R1. Тут он столб. Тут он столб. Так, а у этих что там? Я же могу накрафтить? Переутомление раз. Простуда раз. Бронхит. Хрен знает что. Того я кокнула. А за что я его кокнула? Что-то он меня бесил, короче. Делать нифиг. Ну хотя трупы единственные, кто его слышит. Камелия. А как я с ней буду говорить, кто мне объяснит? А вот прям реальный вопрос. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. Отвечайте да или нет. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. Она думает, какого черта ты с глухонемой разговариваешь? То есть, немой. Она же просто немая, не глухонемая.
I know you Кивнить хотя бы. understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being rude, does it? Тебе сколько человек рассказали, что она глухонемая? Tell me about Richard Nethercote. I understand he is quite fond of you. Кивни. А? Я мог... Нет, не могла бы. Very well. Goodbye then. А что я могу с ним сделать? А что? Вот это поворот. Да блин, она это немая, как я с ней поговорю? The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Вы мне как с ней предлагаете поговорить? Скажите мне на милость. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult. Как мне с ней поговорить? Melia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Зараза. Very well. Goodbye then. Hello again, miss. Very well. Уйди, 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 ты туда положил. Ага. Объять бы тебя, голубушка моя. Да высосать до дна. Меня больше пугает, что в таком виде можно понять, где что светится. У меня к нему что-нибудь появилось, я что-то не глянула. Личные вопросы нифига. Расследование нифига. Ну, наследовали тогда. У меня к тебе ничего не появилось. Поп. Так вот что-то блестит. Да-да-да. У меня к этим двоим, по-моему, что-то появилось интересного. Мужик, у меня к тебе что-то появилось, по-моему, да? И ты опять скажешь, опять ты? Хей, ты сказала. Тут нифига. Тоже нифига. Да ёперный театр, а к кому тогда? Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few Ты кто? questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering. Ну давай возле порога поболтаем. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. А, ты этот. Father actually worries about me then. Как его? Сын этого. Чебушила, как его звать-то? С очищами. Забыла, как его звать. Ну этого. Мне с тобой, походу, надо потрещать, да много. Хуже уже не будет, это верно. Ну-ка, стоять. Если я правильно помню... Нет, неправильно помню. Давай личные вопросы. Your father and Mr. Lewis used to be good friends.
Да, мы нашли его сына, короче. Mr. Lewis ever coming back again after my mother died? Or was it after my father started bullying him? I don't know. But you are not responsible for your father's actions. Что-то дичь какая-то у вас происходит. Dad always says that he joined that gang for my sake. А, сын этого. Все понял. People wouldn't be worrying about Colossus Joe. Have you tried speaking to Mr. Lewis about it? Все понятно с ним. Это, короче, сын того вышибалы. He scolded me and told me to leave him alone. Зато я тормоз, конечно. I guess my father frightens him too much. Тут ничего не появилось. Про Дороти давай расскажи мне. Dorothy Crane from the Pembroke Hospital. I'd like to know more about her. Yes, I know her. She came here to examine me when I was very sick. Капец, вам всем надо таблетки давать, чтобы вас высосать. Потому что иначе вы мало даете. Это грустно. Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. Look around you. Слушай, а у него по любасу есть стол для крафта. Я, может, смогу что скрафтить. Он старался как мог, единственное, что я могу сказать, потому что он сам сказал, работы не было, а это единственное, что платили. Что имеем, не храним, потерявший плачем. If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father? Да и куда ты один поедешь? Ты сыкло? I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Какие же? Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. It's the living I'm afraid Не варик? Я могу его загипнотизировать, слушай. I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. Я его могу загипнотизировать, это поворот. Speaking of which, what can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. Мило, ты о нем, конечно. Ничего не добавилось, ничего не добавилось. Тут тоже ничего. Ладно. Не, я у тебя полутаю еще, ладно, да? Тут должен быть стол для крафта и нифига, да? Значит, на втором этаже где-то. Стол. Сундук. А что, стола для крафта у вас нету? Ха, есть. А, стоп. А чё я не могу... Это что ли стол для крафта, не? Зараза. It's locked. Грустненько. Блин, а чё у тебя стола для крафта нет? Я бы тебе еще закрафтила, и нормально было бы. Слушай, тут где-то должно быть у меня убежище, по идее. У тебя я все спросил, что хотела. До свидули. It's hard to believe, but this district has always been wretched. Don't let your guard down, sir. Ладно, давайте снимемся, добьем. What do you want this time? Ну давай про личные вопросы. Harry doesn't seem happy living in Whitechapel. Why did you make him come here? I've always put my son's interests above everything else, whatever he may think. Our house is small but affordable. The walls are thin, but the door is solid. You really love your son, don't you, Mr. Peterson? He's my pride and joy. Even if he hates me for the choices I make and pushes me buttons more than he should. Since the criminal nature of your job means you could be arrested, are you not afraid of what would happen to your boy if you were? No one will ever take my son away from me. If that ever occurred, I'd hunt the bastard down and rip off his head with my bare hands. Секирь башка.
Do you have any regrets? Only one. Not to have my beloved wife by my side. She died when Harry was little. My sweet Jane. She gave the boy confidence. Тут больше ничего не появилось. Тут тоже. Goodbye, Mr. Peterson. Ладно, значит, еще вот у этого могу что-то спросить. Отойди. У тебя полюбас что-то ко мне появилось. Или у меня к тебе. А это не хочу я у тебя ничего покупать. What do you know of Harry Peterson? The boy seems so fragile. Not like his father at all. Harry's a good boy, but he spends most of his time complaining. He's had it tough, all right, but he needs to grow a pair. What troubles him exactly? But despite being his father's son, almost everything, I think. He never wanted to come to Whitechapel in the first place. Hates this place more than most of us. Грустненько. Тут ничего не добавилось. Goodbye for now, Mr. Lewis. Так. Теперь... Где-то тут должна быть у меня лачуга, по идее. Удалить точку. Добавить точку. Ну-ка я схожу, пожалуй. Так, смотрю туда, значит мне куда-то положено, да? Правильно же я говорю, да? Правильно. Сейчас я пойду наверх, скрафчу для всех лекарства. Капец, я добрая, конечно. И качну себя, наверное, немного. А кто мне дверь запер? Че, не та страна? Все, может быть. А какая страна? Мышек я не хочу кушать. Значит, с другой стороны просто, да? Там, по-моему, одна открыта, вторая закрыта. Нафига? Непонятно. Чё-то мне нифига, блин. А чё моя лачуга закрыта? Кто посмел? Блин, это мне до хаты далеко топать. О! А нафига? It's locked, all right. А нафига? Что-то ничего не понял. Вот это поворот! Ни хрена себе. I cannot enter. Офигеть. Вот это громадина. Слушайте, мужики, а вы слепые. Я... А ладно. Какие вы тормозы-то, а? Ничего не выпало с вас. Да и пошли в баню. Опять что, тут, получается, прошла, и вы сразу за мной появились, что ли, или что? Чё, в хату-то нет нигде? Так, стоп, отсюда я пришла. Как обычно, я потерялась. Ничего нету. Никого нету. Ну-ка, погодь. Бинго! Комнатушка. Крафт. Ща.
Не то, не то. Что по времени? Все. Значит, мы на вот этом вот и закончим, пожалуй. В следующей серии я вкачаю навыки, если не забуду. Если забуду, то значит я уже заранее вкачала. Накрафтим зелье, чтобы этих чучиков подлечить. Как они не палят, что я вампир, а остальные палят, что я вампир. Посмотрите на эти красивые глаза. Ладно, на этом на сегодня все. Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчики и на полляма Outlast. Теперь вы увидите это вживую. Всем пока.